Представь, я только приехал в Ташкент из Кыргызстана. Виноград, красивые улицы, зоопарк, вид с вершины телебашни. И все шло идеально, пока я не совершил одну страшную глупость. Через минуту меня повязали и отправили в полицейский участок. Страх был настоящий, я думал, что не выйду оттуда. Но дальше случилось то, чего я совсем не ожидал. Я расскажу вам правду, как все было на самом деле и чему меня научила эта история. 455. Бабки, смотрите. Все, живем. Вот так вот друг меня довез до границы с Узбекистаном, поменял денежки. Лучше все-таки иметь немножко местной валюты. Суммы у них, а тут у нас в Кыргызстане сомы. И курс, кстати, такой бешеный. 1000 рублей России – это 156 тысяч сумм. Сейчас пешочком перейду границу и окажусь уже в другой стране. Ташкент. Ташкент. А чё, хоть сколько стоит-то? А 15 сом. По 15 сом за килограмм? Друзья, если кто не понял, то я только что купил килограмм зеленого винограда, собранного с грядки минуты назад. Не зря говорят, что здесь самая лучшая кухня и вкусные фрукты и овощи. А вот теперь я не удержался и взял лепешечку с луком и какими-то травами. Сейчас буду в дороге наслаждаться перекусом. Москва, говорят, большая деревня, люди приходят и уходят. Дай бог, Шаналах, чтобы меня пронесло оттуда и туда не возвращаться. Бисмилля. Вот так вот и проехали километров 100-200, доехали до перевала и встречаем свой обед. Не могу забыть, что буквально в каждом городе и стране мне рекомендовали попробовать узбекскую кухню. Говорили, что она самая лучшая. Чаек, супчик, шарпо. Можно шашлычок заказать. И в этот раз супчик тоже не подводит. Вот как я пробовал в городе Ош шарпо в семейном ресторане, так и здесь перенесли здоровый кусок мяса в тарелке. Даже не знаю, как к нему подобраться и подойти. Сейчас поем, немножко отдохнем, и можно будет двигаться дальше. Сегодня главная задача доехать до Ташкента, чтобы уже в полной мере прогуляться по всем улицам красочного города, узнать его историю и насладиться культурой. Вот я и добрался до Ташкента. И в первую очередь решил посетить зоопарк. Подумал, что это неплохая идея, потому что все наезженные места, типа торговых центров, магазинов, каких-то площадей или мечетей, уже изведаны и не столько интересны. Ранним утром в Ташкенте уже начинает подпекать. Некогда я узнал, что здесь было зафиксировано около 62 градусов по Цельсию. Представляете, какая жара? Не сказать, что я могу быть удивлен местной фауной, но вот этим здоровым питоном я явно несколько воодушевлен. Такая здоровая змея метра 3, наверное, длиной. Встретив такую в джунглях ночью, особенно если ты спишь в палатке, вызовет некоторые бурлящие чувства в животе. Как думаешь, если бы к тебе такая в палатку заползла, что бы делал? Я бы ее сожег. Опасный ты, конечно, человек. Казалось бы, раннее утро, а здесь уже много детей. Люди приезжают, наверное, со всего города и округов, чтобы посмотреть на диких животных. В самом зоопарке не так уж жарко. Здесь витражи и карнизы закрывают тебя от палящего солнца. Прогуливаясь по искусственным джунглям, можно отдохнуть от городской суеты. На удивление, но кажется, я встретил здесь своего сородича. Гиббон белорусский. Как пишет информационный гид зоопарка, белорусские гиббоны населяют тропические горные леса Таиланда, Индокитая, Суматры и полуострова Малакка. Они способны прыгать с ветки на ветку на расстояние до 10-15 метров, цепляясь руками. По земле ходят редко. Для гиббонов также характерно пение, общение с помощью звуков. Питаются эти мартышки различными плодами, молодыми растениями, кузнечиками, муравьями. Один раз в 2-3 года самка рождает одного детеныша и оберегает его до 2 лет. А ближе к 7 или 10 годам гиббоны становятся плодотворными и способны производить свое потомство дальше. Мне кажется, что это очень умная обезьянка. Я смотрю ей в глаза, и она смотрит прямо на меня. Такое чувство, что будто бы мы с ней обмениваемся мыслями или чувствами. Белорусский гиббон, как же ты сюда попал? А
вот еноты оказались весьма дружелюбны. Казалось бы, дикий хищник, который может утащить у вас что-то из помойки. А здесь он обитает под весьма добрым именем – енот-полоскун. Живет в клетке и кормится морковкой, картошкой и другими овощами. Погода совсем не располагает, чтобы львы выходили из тенька. Отдыхают и пытаются спастись от жары. Какими бы большими они ни были, но это кошки, просто размером чуть-чуть больше домашних. Загорают весь день, отдыхают и ждут, когда их покормят. Царь зверей сегодня тоже, видимо, не в настроении. Валяется, сытый и довольный. Откормленный лев охраняет свою территорию и никому не разрешает зайти внутрь. Пока лев спит, львица охраняет территорию. У льва не хватает на это сил, поэтому этим занимается его супруга. Странно, но, кажется, медведей разделили по разным клеткам по одному, чтобы они, видимо, не поссорились, не подрались. А так у них тут 3 вольера и есть где поиграть. Хотя я видел один вольер, там где несколько медведей. Кажется, это мама с медвежатами. Ну, видимо, она их охраняет, поэтому там беспокоиться незачем. А вот и сборище пеликанов. Сидят на островке, греются, в воду почему-то не опускаются. Невероятной длины, конечно, у них клювы. Чайка, та еще хищница. Поймает рыбешку из моря или океана и сразу ее проглотит. Ребята, сказать, что в Ташкенте жарко, это не сказать ничего. В тени температура может достигать 40 градусов. Животные пытаются укрыться от этой жары в любом теньке или местечке, куда не попадают солнечные лучи. Пить хочется страшно. Дружочек, будешь? Давай попробую тебе налить сюда. Смотри. Ну-ка, ребята. Все хотят угоститься чем-нибудь вкусненьким. Какие здоровенные рога у него. Трава тут растет повсюду, поэтому угостить животных не составит никакого труда. Нарвите просто, что есть, и покормите их. Недалеко от вольера набрал и прям этим ребяткам несем. Хоть чуть-чуть их пригостить. Как этих кормили, вот этого еще не кормил. И тебе, малыш, держи, кушай. Мне нравится проводить время с животными. Расслабляешься, отдыхаешь и становится легче на душе. На удивление, но пахнет тут достаточно хорошо. Убираются постоянно, чисто. Странно, но у вольера находится только определенная каста козиков и баранчиков. Видимо, у них по расписанию или день ото дня меняется график дежурства. Некоторые прячутся под зонтиком, а кто-то дежурит у забора в ожидании, чтобы его покормили травкой. По заявлению зоопарка, на сайте я прочитал, что здесь есть около 330 видов разных животных. В любом случае, для разнообразия городской суеты сюда следует заехать и провести пару часиков, пообщаться с дикой фауной, посмотреть, как живут собратья наши мелкие. Если постараться, до них можно и дотронуться, и погладить, покормить. Ну вот, с легкой отдышкой после прогулки в этом парке я уже вызвал Яндекс.Такси с помощью привязанной к Каспи карты. Спасибо вам, казахи, за решение всех моих бюрократических проблем с банком. Купленный билет в зоопарк обошелся всего лишь в 240 рублей, ну или 40 тысяч сум. Здесь легко стать миллионером, разменяв всего пару тысяч рублей на местные деньги. Так, а вот, кажется, и мой автомобиль. Пора отправляться дальше. Хаума? Да, пытался заговорить на китайском, но, однако, корейцы его не понимают. Могу картой оплатить? Карта МИР работает? Российские карты, нет? Хорошо. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Как останется часть пройдете, там лестница, после лестницы, вот где хотите, там снимать, хорошо? Я буду ориентироваться на каждую лестницу. Хорошо? Хорошо, Рахмат, хорошо, не? 100 тысяч сом улетело, это где-то 650 рублей или что-то в таком духе. Вот тут я закрываю камеру, включаю, да? Чуть не это. Так, ладно, 6-й этаж мне сказали, да?
Ташкентская телебашня – это второе по высоте сооружение на территории Средней Азии. Высота Ташкентской телебашни примерно 375 метров, и появилась она здесь в 1985 году. Помимо функции телевещания, башня также известна своей смотровой площадкой на высоте 100 метров. Если откуда можно рассмотреть Ташкент во всех деталях, то именно отсюда. Обзор отсюда и правда круговой. Можно пройтись на все 360 градусов и посмотреть в панорамные окна. Этажом выше и на 10 метров ближе к небесам располагается ресторан Кайно, в котором можно потратить свои честно накопленные суммы и разориться уже при покупке одного бокала вина. Интересное местечко. Чистые красивые виды, столики, все в общем ухоженно сделано. Я снимаю шляпу перед таким интересным местом, конечно, искусно все сделано и обустроено. Хотелось бы, чтобы такая же температура была и в городе, потому что здесь очень плотно работают кондиционеры. Ко мне подошел официант и предупредил, что камеру лучше не оставлять на периметре кругового вращения, потому что мы, как видите, движемся, хоть и очень медленно. Ресторан постепенно вращается, и я вращаюсь вместе с ним вокруг его оси. По ценам я вижу такие разбежки. Например, молочный улун стоит всего лишь 45 тысяч сун. Это примерно 300 рублей. Для сравнения, в Останкино это бы стоило, наверное, 1002 рублей. Признаюсь, я думал, что у меня будет кружиться голова. Не просто от вида, а от цен, которые я здесь увижу. Но, видимо, я ошибся. Сейчас ко мне залетело уже основное меню. Я посмотрю, что же там есть из предложенных блюд в этом ресторане. На первой странице, как и всегда, ты встречаешь какие-то закуски. Здесь есть мясная тарелка, сырные блюда, овощные нарезки и все, в принципе, в рамках разумного. Для примера, всем знакомый цезарь с курицей стоит 80 тысяч сум. Это примерно 600 рублей. Я думаю, даже для любого московского ресторана, находящегося на Арбате, это вполне удовлетворительная цена. Цезарь с креветками 110 тысяч сум, чуть больше 800 рублей. Горячие закуски, пасты, супы и основные блюда здесь также имеются в ассортименте. Можно заказать роллы, пиццу, стейки, да, в общем-то, все, что пожелает твоя душа. На удивление, но здесь есть кое-что очень сильно выделяющееся по сравнению со всеми остальными блюдами. Это супчик том-ям, который стоит 180 тысяч сум. Например, крем-суп со шпинатом стоит всего лишь 35, а минестроне 40. Вы чувствуете разбег и диапазон? Это примерно разница в 5 раз. Сейчас я стараюсь найти самое дорогое блюдо в этом меню, и мне попался на глаза сет из барбекю в стейках. Он стоит 555 тысяч сум. Ресторан не спеша продолжает кружиться над улицами города, а я уже сделал свой выбор. Нужно вызвать официанта. Возможно, расскажете какую-нибудь историю интересную. Я не могу ничего говорить. По истории мне нет. Не буду вас отвлекать, спасибо. Пожалуйста. Вот и добрался до меня мой обеденный натюрморт. Что же, мне принесли супчик, перенесли стейк из курочки и картофельное пюре. Думал, крем-суп будет прям как в детской столовке, густой и насыщенный, но здесь он оказался жиденьким. Подача очень красивая, все выполнено в лучших традициях мишленовских ресторанов. Каждое блюдо напоминает произведение искусства. Красивая сервировка, раскладка, даже цвета и текстуры играют особую роль в этом произведении. Я хочу рассказать правдивую историю о том, как все было на самом деле. В общем, я задержан полицией. Салам алейкум. Салам алейкум. Меня задержали за то, что я снимал видео у входа в телебашню. Что со мной сделают, я не знаю. У меня забрали паспорт, и теперь я нахожусь в непонятно в каком положении. Что будет дальше, неясно. Мне сложно это объяснить, но в каждой стране свои законы. Я ни в коем случае никого не осуждаю и не говорю, что это неправильно. Но то, что произошло со мной сегодня, было похоже на страшный сон. Абсурдная ситуация. И в то же самое время это был край, который мог поставить точку на моей дальнейшей жизни. Все было очень просто. Я запустил дрон, подлетел буквально на 10 метров в высоту и сделал красивый кадр здания. Вышел охранник, я сразу же посадил дрон, заходим внутрь. Он приказал достать мне паспорт, забрал его. Я просто смотрел на лица и видел, что они не собираются меня отпускать. Я стоял прямо под камерами у главного входа, чтобы меня видели охранники. И типа, если я делаю что-то не так, они ко мне сами подошли и сказали бы, типа, это делать нельзя. В здание заходили туристы и смотрели на то, что происходит, равнодушно, а некоторые с интересом. Но были люди, которые пытались помочь мне. Например, местный администратор, женщина, она вписалась и сказала: что вы делаете? Вот, турист у нас тут отдыхал, ходил, поднимался на обзорную площадку. Что вы делаете? Самое интересное, то что на этом здании нигде не указано, что там нельзя снимать. Нигде нету надписей, что даже камера перечеркнута, а тем более рисунки с дронами перечеркнутыми. Вы понимаете, какой абсурд? Если бы был хоть один указатель, ну явно видный, но стал бы
разумный человек совершать такой опрометчивый поступок? По итогу приехала полиция, человек из Министерства внутренних дел. Он выслушал охрану, они написали какой-то документ о том, что произошло. И после этого мы отправились в полицейской машине в участок. Мы спокойно прошли с полицейским по коридорам и зашли в несколько кабинетов. Он показал меня детективам, инспекторам и вкратце рассказал мою историю. В итоге меня передали одному специалисту, который реально мне помог. Я не знаю имени этого мужчины, но он выслушал мою историю и понял, что я ничего плохого не замышлял. Я показал ему свой YouTube-канал, рассказал, где работаю, чем занимаюсь, почему путешествую и сколько стран я видел уже в этом году. Я не думаю, что мои слова тронули его сердце, но он увидел, что они правдивы, и нет смысла меня карать за это. Я написал объяснительную, мы описали дрон. После этого пришли понятые, 2 человека, подписали документ о том, что они меня видели, сфотографировали меня. Никаких отпечатков пальцев мы не снимали, наручников тоже не было. Все было культурно и спокойно. Я бы даже сказал с улыбкой, но я чувствовал беспокойство, потому что не мог расслабиться в этой ситуации. Ну что, друзья, вот я вышел из полиции и теперь еду в суд. Инспектор помог заполнить все документы, написал в суд, чтобы меня приняли сегодня, попросил, чтобы было минимальное наказание за мое правонарушение. Не то чтобы долго я там находился, буквально час или полтора для составления всех протоколов и документов необходимых. Наверное, все, что случается, оно все к лучшему. Я думаю, что сначала мне было страшнее всего, потому что мне было не с кем поговорить. Человек находится в чужой стране. Слава богу, что здесь понимают по-русски. Но что, если бы кто-то решил проучить меня и показать, кто тут хозяин? Все могло бы пойти совершенно по-другому. При составлении протокола мне также инспектор сказал, что меня будут судить на узбекском языке, хотя суд понимает по-русски. Вот. Но для того, чтобы предстать перед судом, нужно иметь переводчика, который будет помогать мне переводить с узбекского на русский язык. Ты же будешь помогать? Нет, там переводчик специальный есть, который будет. После согласования всех процедур в последнем кабинете мне стало намного легче. Инспектора шутили, говорили по-русски, и я несколько расслабился. А может быть, есть вообще шанс, что дрон не конфискуют? Они сказали, что судья сегодня вынесет приговор, выпишет мне небольшой штраф и отпустит. Но когда я узнал, что базовая величина это 450 тысяч сум, то меня несколько перекосило. И в самом лучшем случае меня ожидал штраф всего в 25-26 тысяч рублей. В самом плохом он мог бы дойти до 100 тысяч рублей, или бы меня отправили в тюрьму. Мне показали кодекс, показали правила и сказали, что мой дрон точно не подлежит возврату. Что бы я ни делал, его конфискуют и будут утилизировать. Я пока сидел у инспектора, проголодался, и меня решили угостить вот таким сладким козинаком. Вкусный рис. Еще то удовольствие. Вот, наверное, в последний раз я вижу этот дрон, который купил буквально неделю или 2 назад в Китае. Один дрон потерял в Казахстане, второй дрон в Узбекистане. Ну где вот грешил, что вот эти дроны прям один за одним прям от меня улетают. Зал суда – это кабинет средних размеров, где-то 25 на 10 метров. Я стоял посередине холодно-белой комнаты. Клинический белый свет падал с потолка, убивая все тени, и такое чувство, что мою надежду на то, что я выйду сегодня из этого места. В какой-то момент мне стало холодно и очень грустно. Я был раздавлен. «Ваша честь», — обращался я к судье. Я не хотел причинить никаких проблем. Я всего лишь снимал видео, рассказывал историю о путешествии, о том, как эти места красивы, и предлагал туристам приехать сюда, насладиться этими видами. Мой внешний вид, порванные штаны, рубашка и шляпа. Не знаю, какое они вызвали у него впечатление, но судья сжалился надо мной. Вместо минимальных 10 базовых величин он дал мне 5. 1,5 миллиона сум. Считай, что 10 тысяч рублей. Друзья, прошел только что суд. Я очень благодарен сотрудникам, которые помогли мне в решении всех вопросов. Они переводили информацию, доставили меня к месту суда и помогли оперативно решить сегодня все вопросы. Я вам очень благодарен. Все, удачи вам. Рахмат. От всей души
приятно, душевно и искренне понимаю ситуацию. Спасибо большое. Ну, вас ознакомил, да, судья, что можно, что нельзя? Больше так нарушать не будем. И не летайте на квадрокоптерах в Узбекистане. Только с разрешения судьи. Семен Андреевич, вам удачи, Рахмат. хорошего путешествия вам. Друзья, если вы смотрите это видео, я действительно вам благодарен, что вы прониклись моей историей и помогли мне решить эти проблемы. Сейчас уже поздний вечер, я вернулся к себе обратно в гостиницу и отхожу от шока, который испытал. Вы представляете, все могло пойти иначе. В машине я успел пообщаться с полицейским, мы говорили о странах бывшего СССР, о том, как раньше были дружны народы и почему все говорят на русском языке. СССР на то и сила народов, что мы, братские-то все были. Сейчас сложно поддерживать это, потому что информации стало больше. И она такая разная, сплоченность. Над этим работать надо постоянно. Не, ну это правильно, конечно. Ну, допустим, у моего отца корни в Казани есть, допустим. Я туда в Казань поеду, я, допустим, не смогу на татарском, но я смогу на русском, да, объяснить, потому что русский многонациональный язык. Ведь именно понимание друг друга, общий язык, делает нас братьями и помогает донести смысл друг для друга. Общий язык – это намного больше, чем просто слова. Это культура, общий менталитет. Я думаю, что сознание – правильное слово. Потому что человек понимает, что я ему говорю, понимает меня, мои чувства. И это все я выражаю словами. Если бы у нас не было общего языка, я думаю, что братьями было бы намного сложнее называться. А так, братский народ – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и другие республики, в которых я еще не был. Все мы пальцы одного большого кулака. Зачем нам вредить друг другу? Да, я сегодня лишился дрона и денег, но зато обрел немного мудрости. Наверное, теперь я могу с гордостью заявить, что братские народы есть во всех республиках, и они понимают, что все мы, кто говорим на одном языке, на самом деле братья. И нету никаких причин вести вражду между друг другом.